Йоу, ребят, всем привет. Всем привет. What's up? Так, всех Сегодня у нас в приветствую гостях. на нашем еженедельном подкасте. У нас сегодня специальный гость. Это кто у нас? Это Рома MXBelly, он же Гигачат. Хочется дать ему сразу же слово, чтобы он представился, рассказал про себя, как он узнал про крипту, чем занимался в крипте до абстракта. Вот хотелось бы это послушать. Привет. Привет, Золото и Ник. Спасибо, что позвали. Очень приятно. Тебе Сегодня спасибо. мне когда написали, я аж обрадовался, подумал, хоть кому-то есть до меня дело. М, Давай сразу тогда отвечу вот на вопрос, как в крипту пришел. Помните, вот в конце 2023 была эра Layer Zero, Starknet, Zakasync. Да. Мгм. Если кто застал. Короче, знакомый моего друга, родной брат, позвал нас, говорит, вот, есть такая вот темка. Ну, мол, давайте начнем делать. Будут бабки. Кэш. Ну, мы собрали Мгм. небольшой там депозит, что-то около там $2000. Покрутили Zakasync, Starknet. Layer Zero тогда уже было поздно. Ну, говорили, что было поздно, хотя на самом деле не было поздно. Проебали все. Весь начальный депозит, все въебано. А на чем оно А, въебано было? На комиссиях? Что-то на комиссиях, но в итоге оказалось, что там эфир по 1500 был куплен, и поэтому получилось так, что еще в плюс вышли с того, что крутили, но дроп не получили не за косинка, а Starknet получили дроп только на 1 или 2 аккаунта. И там Мгм. получилось так, что типа там микропрофит, там что-то около $500. Но там потом начался, э, там когда очень сильно начало, и альткоины начали расти, и рынок весь, там начался пиздец, рак на раге на каждом месте. Там, короче, был Vel 3 пресейл, я помню, какой-то проект был AlienX, я, короче, на $3000 там нот накупил. Был проект, я еще какой-то, блядь, я уже вообще не помню, там вот это китайские раги, там GM Network, NFT, еще какая-то хуйня, я чего только там не накупал. В такие долги, блядь, там минус 5000. Вот весь начальный депозит, где-то был 1004, можешь больше. Все въебано. И еще Мгм. сверху к этому, там типа в долги, типа минус 5000. И, короче, мне, чтобы просто вернуться к исходной точке, мне нужно было там что-то около десятки заработать. И И сделал, что короче, по итогу? но в декабре я все-таки сделал пару аккаунтов Layer Zero, там что-то около 50 и получил там что-то около $3000. Их тоже въебал, но что-то засейвил. Вообще было все плохо. У меня все было плохо, стабильно до половины 2024, наверное, до июня. Я тогда получил свой первый дроп. Это, короче, был Pirate Nation. Знаете игру, вот это Мгм. Да, Да, да. да. Proof of Play Arcade. У них была, короче, игра Pirate Nation, там был первый сезон. И мы с Кентом, ну, мы просто уже не знали, что делать. Мы прям супер два нищих лоу-банка. Он вообще, у него просто денег не было, а я просто все въебал. Типа вот эти начальные там, пару тысяч. И я У тогда него даже получил, начальных пары тысяч не было, то есть, да? ну, да, там у него $5 было на социалке, вот что-то типа такого. И после дропа Pirate Nation он где-то заработал $20 000, а я заработал где-то 5. То есть мы взяли просто тупо как Офигеть. сайзом, да, сайзом. Но тогда я получил, типа, первые 5000, я такой, ебать. Ну, я уже просто хотел гивап, я такой подумал, бля, ну какая-то хуйня, типа, скам. В пизду эту крипту, надо ливать отсюда. Но тогда я Мгм. получил первые свои такие. А вот это, знаете, еще такое, что это не нафлипано, ничего, это прям вложение ноль. Кроме времени я ничего не потратил. Я такой, нихуя себе. То есть я просто кроме времени, ну, там буквально там, типа, Твое пару потраченное долларов. время, грубо говоря, оценили в $5000. Мгм. Да, там буквально, знаешь, играли что-то около недели 2,5-3. Я тогда еще пневмонией заболел, и из-за этого, короче, не до конца Аки докачал, поэтому мой друг заработал прям супер больше, чем Ну, я. больше, да. Ну, А а если дальше? что, А кто нашел имя... вообще эту темку? Ну, то есть это ты другу подсадил или все-таки он заресерчил
и в итоге сказал, типа, Ромыч, погнали делать. Ну, мы знали про этот проект, короче, на крипторанке давно его нашли 33, но у них ничего не было, а тут вышел сезон первый, и там было прям написано, что он, типа, продлится 1,5 месяца. И нам знакомый скинул в общем чате, и мы просто, ну, а делать особо... Было много еще делать, но именно с тратами, а нам нужно был какой-то вариант без трат. И, короче, вот реально побежали, просто делали. Особо даже надежды не было, что насыпят. И реально, ебать, насыпало неплохо. Я купил Мгм. тогда, помню, Старкнета откупил. Я тогда, помню, откупил Тил, блядь. Чё я... Ну, еще докупил там 0.02 биткоина. Потом их... Это потом... Это где-то на 1500 купил, потом продал через 9 месяцев на 2000. Я, короче, лочил их в Меза. Меза — это проект такой. Биткоин L2. Там типа рейс неплохой, типа там 23 миллиона долларов. И у них была point-программа тогда, что типа ты ловишь просто битки или какие-то ассеты и просто поинты. Ну, знаете, вот это, раньше это было популярно, сейчас такой хуйней не занимаются особо. Мгм. И вот мне повезло, что хоть что-то от того Pirate Nation дропа осталось, потому что, ну, остальные явно, там вот этот Кент мне продал Starknet, он говорит, ну куда ниже Starknet 0.6, ну куда ниже, чел, то куда ему падать, ему тупо нету, ну, там нету вот этого дна, в плане того, что все это дно, чел, Ну да, и да. откупил, ну, закупился в альту, и вот там с 3000, которые я в альту пустил, я не знаю, я, наверное, там 1000 вытащил обратно. Или 1200, вот что-то типа Обидно. такого. А вот А это еще... еще такой вопрос к тебе, Ромыч. Я просто, насколько знаю, у тебя сейчас немножечко поменялся майндсет, то есть ты сейчас делаешь деньги на каких-то там выходах проектов, получаешь airdropы, и у тебя уже все-таки позиция, что ты в РЛ выводишь там большую часть, ну, то есть ты уже не занимаешься подобным, правильно? Вот с какого момента вот у тебя вот в голове поменялась позиция по отношению к дропам, там, покупке там альтов и прочему? Ну, после выхода Трампа, очевидно. Ну, после того, как Трампа избрали, и он залаунчил свой мемкоин, вообще все перестало иметь хоть какой-то смысл. Раньше было так. Вот я помню начало 2024 года или начало там типа... Короче, проекты все-таки как-то не пытались... Они что-то ссали прям супер в наглую кэшграбить. То есть нужно было хоть что-то сделать, хоть что-то отдать. То есть в ноль тебя никто не рагал. А когда пришел Трамп, вот это все, всех вот это, как его, Гарри Генслера, всех этих убрали, все такие, о, да, о, да. Была мемкоин сезон был, ебанутый, на котором можно было там реально, там, чуваки Саратова какого-нибудь, там, лайфчейнджа лутали спокойно. Причем они выносили больше, чем какой-нибудь чувак из Аризоны, потому что просто шарили больше. Там вот половина всех этих, я не знаю, 90% пулов на метеоре держала СНГ на самом деле. Вот я без шуток Мгм. вам говорю. Хорошо, Ром, а скажи, а вот после уже Pirate Nation, Старкнета, это уже был абстракт или еще что-то между этим было? Да дохуя что было между. Я тогда... Ну, вкратце давай, да, пройдемся, что там Еще интересного был было. проект EONet. С проекта EONet я залутал что-то около 2000. Это было максимально неожиданно. Я, короче, просто какую-то ноду поставил, получил бейс ревардик, какой-то что-то... Я стал смотреть что-то в сторону типа Web3 ворка, типа, вот знаете, амбассадорские программы, тогда вот эта хрень. Но тогда что-то к этому доверия особо не было. И я решил просто попробовать. Увидел там какую-то хуйню, увидел краем глаза в EONet, что у них какой-то там конкурс на статьи. Я просто от руки там потратил 3-4 часа, и мне стало интересно, смогу ли написать и выиграть. Реально написал и выиграл. Потом за эту роль мне дали 1500 баксов. Но это было единоразово. Так. Потом там я видел, что уже там прошарили. Я не знаю, как-то мне звезды сошлись, что так получилось. Я потом начал в эту сторону смотреть. Типа, вот социальная активность и вся хуйня. Сейчас Твиттер прокачаю. Сейчас вот в Дискордах там посижу. Там что-то кратко перелился, знаете, и вейлы какие-то, и вот эта всякая хуйня, там тысяча вот какой-то хуйни было, и где-то роль что-то получить, где-то подсуетиться, он что-то поделать. Короче, всестороннее. Единственное, наверное, что я вообще почти никогда не делал, это были мемкоины. Типа я их что-то обходил стороной,
как оказалось, блядь, вообще зря. Э, Потому что было самое прибыльное тогда. Там ёбнутая потом бычка была в декабре. Ну, там вот за лето, я точно помню, я летом что-то делал, и за летом я делал, помню, movement. То есть вот как-то Мгм. налаживал первый вот у меня, знаете, пытался в social media, там, пытался, вот, знаете, я просто учился хоть что-то, знаете, как сначала было все очень некрасиво, сначала вообще нихуя не понимал, блядь, там вообще, ну просто бамбук был тупой, блядь, вообще нихуя не понимаю, вот просто сижу, думаю, ну, блядь, ну как люди вообще проекты хоть находят? Думаю, вот сижу в Твиттере и думаю, ну вот откуда они проекты серчат, как? Как? Но потом это как-то приходит, ты начинаешь понимать, что типа все еще, ну, типа, все не так сложно, как оказывается, просто надо было углубиться, копнуть чуть Поглубже. да, поглубже. Мы играли, я помню, ну, отрабатывали в темке, в игрушки какие-то играли, помню, The Dark Machine Arena. Короче, проект даже не вышел. Мы там потратили там на один ак 20 баксов, я там что-то 5 аков загнал, а они просто взяли, короче, ТГИ отменили, все, и просто забросили проект. Такой тоже можешь. И был мувмент. Пару аков мувмента загнал. Много аков в мувмента загнал. Мой Кен тогда, вот, который с пиратом со мной был, он тогда поднял с мувмента там 40 или 45 тысяч баксов, а я поднял что-то около... Я что-то ленился, не доделал хорошо аки, и поэтому я там заработал не так много, как мог бы, потому что аки у меня были, я просто там что-то не доделал. Я заработал там типа около 8 или десятки. Вроде 8 тысяч баксов. Нормально. Короче, там, к тому моменту я уже точно все раздал на каких-то мелких флипах, хуипы, там чего только не было. И вот серьезно, было очень много. Вот лето 2024 было прям супер какое-то насыщенное. Не то, что в этом году. Мгм. Ну, вот там уже профиты начал Не, по ну, чуть-чуть. ну, друган вообще нормально поднялся по твоим рассказам. Полностью обнулился А на чем? на мемах. Ну, на мемах. Хорошо, а Он скажи, поднял в пике был, у него в пике потом с этих всех денег. То есть он, вот эти 20 тысяч у него были. Он все въебал в альте и в мемах. То есть он сначала залетел в альту, она дала -2, потом мемы, а потом он все, что у него осталось, ретрировал в мемы, просто не додержал и обнулился. Вот ему дали 40-45 в этот раз, с момента он поднял. И все было въебано на мемах. То есть в пике он, да, он Метеору тренчил, Солана мемы, вот это лоукап, и где-то до 100 тысяч у него точно был прайм. И все въебал. Слава богу, ему в один момент я просто посоветовал, у него там типа, у него было 3-4 эфира, и я ему сказал, выведи их в ИРЛ, отдай матери. Ему мама просила там что-то. Вот это единственное, что у него, грубо говоря, там скрипты. А у него такой тупой майндсет был. Короче, я в перспективе, ну как, я вспоминаю тут те времена, я фомоёбил. Ну, типа я такой, блядь, чё хули я какой-то чмошник, блядь, я заработал копейки, блядь, тут вот буквально мой Кент там поднимает в 5-6 раз стабильно больше, чем я. Думаю, я чё, умственно отсталый, что со мной не так? А у него майндсет такой, типа, все это хуйня, мне нужно полляма, все или ничего. Ну, это какая-то... Это, и тогда еще казалось, что вот он, наверное, прав. Ну, у него же денег больше, значит, он прав. Нихуя не... Мгм. Ну, сейчас уже, там уже, когда прошло время, я сейчас понимаю, что все правильно делал. По кирпичику. То есть профит, 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 профит. Типа сохранить. Когда вот ты И прям приумножить аккуратно. когда ты полный лоу-банк, нужно рисковать. Потому что, ну, тебе, грубо говоря, почти нечего терять. Но если у тебя хоть чуть-чуть стабильно получается накапливать капитал, это, наверное, все-таки ну как, правильно. да, особенно вот в моей ситуации, у меня, допустим, там в жизни даже какие-то простые вещи, типа, я не знаю, там зубы полечить, у меня даже такая хуйня не закрыта, да, мне нужны везде бабки. И вот чтобы, ну, и в такой ситуации, вот глупо, мне кажется, вот, знаете, раунд-трипать, пытаться там ну, блядь, ну, молодые парни, да, ну, там 100 тысяч баксов для 24-летнего чувака, что это мало, что ли, блядь? Выведи, купи себе, ну, не знаю, трешку в Москве, она тебе, блядь, ой, ну, ладно, трешку в Москве хуй, наверное, купят, да, А там, что сейчас? Конуру 50, не знаю, там 50 метров, сдавай ее, получай пассивно, сука, до конца жизни там 400 баксов просто на пожрать. Нет, надо дальше, надо дальше. Ну, Рома, а что окей. сейчас с ним?
Не, ну Что это сейчас? шепот. А? Говорю, Что, что что сейчас сейчас с с ним? ним? С парнем этим, твоим другом. В лол играет. А, Начал Дэвида Гоггинса за ним. Ну, вот это, знаете, в 4 утра бегать 5 километров. С крипты ушел, да? Он. Ну, что-то, ну, он на полимаркет там, полимаркетом наблюдает. Ну, она что? Типа, сейчас у него там банк, наверное, ну, пару тысяч, типа, там 1002. Ну, блядь, раз влипается, буду рад. Не раз влипается, ну... Ну, Окей. знаешь, Говори, потом перейдем. Договори, Ром, что ты хотел сказать? ну, я его в моменте пытался, когда у него бабки были, как-то вот, знаете, типа, склонить к тому, что, типа, да выведи нахуй бабки, хоть чуть-чуть выведи, ты долбоеб ебаный, у тебя 30 кусков, ну выведи ты пятнашку, блядь, я не знаю, купи, что ты хочешь, блядь, всю жизнь мечтал. Нет. Ну, я хуй знает вообще, что чувствую. Ну, это прям пиздец. Ну, зато у тебя есть такой приятель, как бы такой опыт. Ты не сам прошел, а вот твой близкий прошел, и ты уже никогда как бы не повторишь его ошибок. Это тоже плюс относительно, Ну, у грубо меня говоря. похожий Ну, был все-таки опыт, то, что я въебывал, в ноубрейном залетал, но тогда меня сразу просто наказали. Это вот когда, знаете, вот эта хуйня. Типа, первый, я чуть-чуть денег сделал, и мне показалось, то, что я типа шарю пиздец. И меня сразу наказали, я там въебал что-то около 5 косарей. Ну, я рассказывал вот в начале историю. мгм. Да, Окей, ну у тогда меня похожая история была. Я на фьючах начинал вот крипту с фьючей, закинул там 2 штуки, условно там чуть подкидывал, у меня там в моменте уже 4 было. Ну, точнее, нет, начал я это со спота, и у меня так хорошо покупки были, там я Ада на дипке взял, там Тиа, там еще что-то. То есть в целом, ну, как бы портфель начал расти, я такой, блин, а что, типа, мне этот спот, пойду на фьючи. Ну, типа, я ж не лох какой-то, правильно? Можно на фьючах куда больше денег сделать, если я вот, ну, если у меня на споте получается. Ну и в итоге я на споте тоже думаю, ну я не дурак, который лудит там с 100-м плечом. Я возьму 10-е плечо, там, ну 15-е максимум, ну и там пару раз было 20-е. Ну я это сделал один раз, понял, что это ошибка, перешел к 10-му, вернулся, то есть все, 10-е плечо, не так много, ну и все, там ликвидация за ликвидацией. В итоге там спустя неделю я 4000 слил, и я сам себе сказал, что нет, в фичи я больше не зайду. Это хорошо, что я типа там 4 оставил, да, грубо говоря, а не 10, не 20 условно. Вот, и потихоньку начал обратно свой спот собирать, потихоньку проекты изучать, вот, узнавать. Поэтому да. Хотелось еще узнать у тебя, был же еще момент, про который ты не рассказал, был еще момент про абстракт, как ты о нем узнал, как ты получил роль Гигачада, ты же получил за эту роль еще и дроп Пенгу. Вот, можешь про это поподробнее рассказать? и чего заинтересовал он, главное еще. Во. Ну, тогда вот, я помню, что был, бля, популярный самый паблик в СНГ крипте, это Work в крипте, может, слышали? И, короче, когда Абстракт первый раз Discord открыл, я сразу туда залетел в Абстракт, и там нечего было делать, кроме того, как получить роль Личада. Типа, я там получил ее на следующий вроде день. Просто мемчик какой-то сделал. Ну, я тогда еще вот начал уже чуть-чуть шарить в этой social медиа. Там, кстати, в чате спрашивают, что зашел на АГВ вашего гостя. Да, ребят, я скоро не гигачадом буду. Там, я объясняю, просто Стасику сказали, Стасику Сауси сказал, а, как говорится, а до мне потом кто-то сказал, и походу я скоро не буду гигачатом. Короче, вот скоро, походу, меня не будет. То есть можно вообще Не, уже... ну Стасику Ну, можно доверять, да, согласен. так нет, Если бы Стасику еще Дима Саусика, Таверна а там, такое наверное, сказал, ну, да, там вот, а еще Дима Таверна, там вот постоянно, ну, он против меня, всякие вот эти атаки на меня, мою личность, на мое достоинство. Ну, ну короче, там да. все. Ребят, скоро не гигачат. Почему у меня Хуга Баш? Так потому что играю вот только в Хуга Баш. Сразу вот по поводу вопроса, любимая игра на абстракте, Дюпер. Это знаем, да. Дюпер, как у Весёлка тебя это. с нее горело, твои стримы, да, я это помню. С первого Так, дня как-то окей. так мы законнектились. Хорошо, Ром, ну вот, допустим, да, ты узнал о абстракте, зашел, сделал мемасик, получил Личада. Чего именно абстракт заинтересовал, как дальше двигался в нем? Ну, вот это вот все интересно. Первые 1,5 месяца после, наверное, где-то до сентября, да, особо даже не двигался, да, я там иногда заходил, что-то писал и все. Там ничего особо не было, там не было ни анонсов, ничего. Случайно вообще в абстракт зашел. Я просто зашел в Discord, и я увидел, как Сауси, и Апсчут, и еще был Хедж раньше.
они переписывались с чуваками из Монада. А там, знаете, вот раньше была вот эта хуйня, что очень много было чуваков с фиолетовой аватаркой, и они такие, ну, они прям очень, вот, блядь, они вообще-то тупорылые. Вы знаете, вот, не хочу вот какие-то группы называть, да, людей, но вот, блядь, вообще пиздец. То есть они вообще вот придумали, типа, how to get airdrop. Да, Мгм. типа, вот просто заходишь в чат, а они так над ними стебаться начали. Я просто, короче, захожу, а я так угораю. Они, короче, им мут, бан. А чтобы вы понимали, там в других проектах вообще такой хуйни. То есть там не угорают, там ничего, там просто игнорируют такое. А тут в абстракте, типа, я помню, Сауси так угарно отвечал. То есть там чел пишет ему. Ну, я не знаю, как это просто объяснить. Там просто чел с фиолетовой аватаркой что-то пишет. Он ему говорит, я не буду тебе отвечать, пока ты аватарку не поменяешь. Там была очень, очень забавная хуйня. Ну, я просто подумал, ебать, прикольные типы. Надо будет типа, рядом с ними как-то крутиться. Ничего, просто начал в октябре. Да, мне кажется, в начале октября начал просто про абстракт-контент делать. Там не особо, знаете, тогда еще чейна не было, тогда не было вообще ничего. Там были некоторые анонсы. Пенгу еще тоже вообще, ну, Пенгу же вообще никто не знал. Это вот просто после Майами Арт Базеля в Мгм. 2024 занонсили, когда Пенгу, вот тогда хайп еще больше Мгм. про абстракт стал. До этого момента вообще абстракт, знаете, такой был. Просто, ну, Андеррадарный чейн такой, от да. пингвинов, да, чейн от пингвинов, что-то планируется. А так что-то Мгм. никто ничего не особо не А на понимал, тот ничего. момент сколько вообще стоили NFT-шки пингвинов, не помнишь? Ну, вот большой пингвин тогда 1050, там 60 стоил или еще больше? 7 эфиров, наверное, где-то по прайсу 2,5. А, понял. И до пампов вообще всех. И, короче, я Ну, получил роль никто не знал гигачата. еще тогда за дроп пингу. Вообще никто ничего не знал. Дроп Пенгу был неожиданностью. То есть это они решили сами резко. За дроп Пенгу, короче, я гигачата получил ровно в тот же день, когда в Discord, ну, когда заанонсили Пенгу. И там начали кошельки собирать. Я что-то, я такой, ну, я знал, что роль такая есть у гигачатовой. Она была довольно лимитированная в плане того, что там было там типа 120 человек с ней. Или меньше даже, там типа 100, 90 тогда. Я хотел очень Мгм. получить ее. Ну, я просто ждал, ну, я просто контент делал, но не особо, чтобы, знаете, прям там один раз в один день просто что-то дропал и все. У меня там были еще какие-то дела, я там еще Мега ETH, я больше к ним был. Я просто делал контент, и в какой-то момент меня просто заметили, и вот мне дали гигачата в день, когда начали собирать кошельки для вот этого пенгу гифта, то есть мне Мгм. повезло. Я получил гигачата где-то за 1,5 месяца или за месяц. Мне кажется, за месяц. Не, за полтора. И вот, ну, особо ни на что не надеялся, потому что я не думал, что Пенгу будет таким большим коином. Вы же, бля, он же раздал реально дохуища всем. Дохуя. И при том, вот я помню на дропе у меня было 13 800 Пенгу. Я фул его. Это для меня были прям ёбнутые какие-то деньги. Но на тот момент у меня банк, наверное, был что-то около 20 или даже 15. И то есть это буквально почти весь мой банк. Ну, типа вот эти 13 X2 800. Я, просто, короче, ну да. я ничего не продал. Я все прохалдил. Я халдил ровно вот до недавнего времени, вот когда был отстрел до 0,04. Ты верил, типа, да, Пенгу, поэтому не продавал? И я верил и в Пингу, я верил и в абстракт в плане того, что за эти будут экспу нормально сыпать. И Хорошо. сыпали реально, неплохо сыпали. То есть там вот, там же как-то вот это кумулятивно скапливалось и капало сначала слабенько, а потом в какие-то недели начало подрубать и прям сильно там типа около семеры, плюс еще гигачат буст, и вот это там десятка просто капала тебе за 70-80 тысяч пенгу. А там, что пенгу, когда сильно просила, это не так дорого было. Ну Окей, да. скажи, как ты вот сейчас думаешь, вот уже прошло сколько, запуска майонета почти год скоро будет, какие вот ты сейчас видишь перспективы у абстракта? Я так смотрю, ты немножко отдалился, да, от них, или я ошибаюсь? Ну, от абстракта самого. Да, 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 да. Ну, обещают же Project Quantum. Я жду, вот, знаешь, массивного обновления. Ну, типа, я просто не знаю, я сейчас не стримлю, ничем таким не занимаюсь, потому что, ну, экспу мне фармить не нужно, потому что, смотри, что там у меня 900, у меня 960 тысяч сейчас. У меня скоро платина, да?
Но у меня такая платина, что у меня никогда не было супер больших каких-то трат на экспу. То есть я не играл в лутки ради экспы. Вот есть у нас друг, Никита его знает, его зовут Да, Дима да, конечно. Таверна. Прям Дима Таверна конченый есть. лудоман. Он продал последнюю клавиатуру и играл... Не, вообще, кто не знает, просто Дима Таверна, тот самый, который от TC. Непонятно, Капибара, как да, да OTC, там у непонятно, как него он вообще много. UTC это создал, блядь. Ну, человек же вот, он, Ну да, согласен. я рассказываю за его лор. Он сначала 77 бит поиграл, ему очень понравилось. А мне эта игра не Купил особо зашла. NFT, тогда я помню, он Купил говорил всем: NFT, покупайте по да, хаям, там, ну, то есть, ну, вот так вот. Он говорит: да, будущее за 77 бит, будут XP да. давать. Мне вообще кажется до сих пор, что он какой-то агент Фанфарона. То есть, мне кажется, он платил ему в плане... Он еще, помнишь, всем кичился, что, типа, Фанфараон на него подписался за то, что он NFT купил? Да. Помнишь вот это, когда он начал свой вести, как этот Твиттер, и он говорит, вот я сейчас самый крутой, и я его В ебать Твиттере, связался да. с Он каждую чуваками. NFT на абстракте покупал, делал пост, на него подписывались, ему Для него реплаяли все там. подписывали, а потом пошло такое, он же еще подписывались из-за чего? Он же лудоман у нас, и он любил очень гачу. Он был Да, это его топ-10 любимая игра там была. в Викле или что он там был, кем он там был. Человек просто всаживал просто какие-то баснословные деньги По в эту $2000 гачу. в неделю там терял. Да, и он еще считал, что это выгодно. Он как бы думал, ну, я в экспу, грубо Экспу говоря, да. получаю, типа, да, я за Получаю экспу плачу. это вот у лудомана всегда, да, то есть это вот я получил опыт, типа в реальной жизни, вот в казино сходил, опыт получил, а тут у него по-другому, типа, вот я получил опыт, но в плане здесь вот, видишь, полоска, типа полоска, вот, платину скоро. И вот вот в такие игры я не играл. Во-первых, я слишком нищий для таких игр, а во-вторых, ну, это путь никуда просто, мне кажется. Типа, ну, какой-то мультиплеер или этот, ну, это прям вообще, ну, что это? Типа, я там вот вот я, знаете, мультиплеер сыграл один раз в самом начале и потом только ради бейджа. Я тогда коллекционировал бейджи. В какой-то момент я даже, мне кажется, я был один из самых первых чуваков, кто собрал себе бейджи, но потом я не поверил Семену с Grand Coffee бейджем, говорю, это какой-то кринжовый яичный хомяк, разнеси мне еблище, я не буду, я тебе не верю, типа, что за хуйню ты несешь, что за это какой-то бейдж будет. И прикиньте мой ебальник, когда реально в бейдж вышел за такую хуйню. Ну, А Гринд я это прям дождался старта. Гринд это позор и проеб Фина, я прям уверен. Я прям 100% уверен. Я хоть и гигачат, да, я там лично против абстракта никогда ничего плохого не говорю, но вот за проебы чувака, который ушел и который, в принципе, я прям на 100% уверен, что он замешан в этом, я могу спокойно сказать, ничего мне не будет. Это именно я, если что, говорю сейчас про Фина, про бывшего маркетинг-лида. Я не знаю, насколько... Мне кажется, он был не глупым человеком, и я к нему хорошо относился, потому что он меня всегда поддерживал, я много с ним разговаривал. Но просто сейчас очевидно, ну как можно было такие вещи на портал, если вы знаете Кигза, такого конченый скамер, мелкий какой-то, я не знаю, шкет, прям Да, супер, мы супер разоблачение у него тоже дефолтный, вот видели. это с АП коллектива, какой-то чувак, а АП коллектив Который я вообще... даже Пингвина продал своего через месяц. Да, это вот самый, кстати, популярный пост на моем, это я когда написал, что Кикс, ну, никаким он не был, блядь, гоутом. Там Фин писал ему еще, там, месяцев 4 назад, и когда Фина убрали, я написал, ну, что Кикс никаким гоутом и не был. Все, кто его знали, все знали, что это конченый скамер, который носит своего... Он, короче, поменял аватарку Пингвина, когда они начали с абстрактом АП-коллектив работать. А что он поменял? Он этого Пингвина в 2023 году джитнул через месяц. Что ты его поставил, долбоеб? Плюс 1 эфир продал. Да, бля, чмо ебаное. В итоге такой вопрос просто на тебя. А вот как вот можно было... Вот если кто-то знает Monsters Fun, я вообще этот продукт, я не считаю, что это какой-то хороший продукт, если честно. Как оказалось, фигня Ну, полная. команда считала, у нас и Сайгарп делал пост, что типа это прорывное приложение, аналогов Я не знаю, никаких что это нет. за прорывное приложение, вот, но фаундер там прям сколько конченый. Вот этот Moody, знаете, что они сделали на менту? Я рассказываю. Я прям знаю это 100%, потому что я общался с Рубиком. Рубик хороший чувак. Кто знает Рубик? Ну, все знают Рубика. Рубик это тот человек, кто Кто пушит смог. Апстра. Ну да, вот я видел, у Золота были, короче, вопросы
стрим, и он хотел спросить, по какой бы любимый проект на Апсе. Ну, Апстер. Потому что Апстер хотя бы, знаете, какие-то мемы пытался прикольные делать. Он самый крупный мемкоин. Ну, знаете, такая... Мне не нравился... Я знаю, что это крутая темка, но вот мне Гигаверс лично не зашла. Вообще никак. Типа я не хотел в нее играть. Ну вот хоть я знаю, что там люди деньги делали, там, в принципе, живой Дитх молодец. Это на самом деле, да. Я очень хорошо помню, купил ромов, потом продал их и в пару иксов, типа в икса 2-3. То есть мне потом еще экспа капало за них. Типа вообще здесь базара Джексон. Типа это очень солидный продукт. То есть он еще, знаете, апдейты, вот это, оно Ну, живет. прибыль они То есть там постоянно генерят, то есть там уже там у них, не знаю, больше 5 миллионов, у них куча коллекций, куча источников дохода, и гигамаркет, там покупки Да, хороший продукт. персонажей. Ну, в Хороший целом, продукт. то есть, да, Ну, вот это развивается, вот это самое главное. Ну, это вы вот знаете, вот чувака, который этот, типа с нуля до 100 Да, знаю. тысяч. И Как вот его? это... Он или как он там? Фурион, да. Фурион, да. Сорян. Мгм. Да. А Бели наговорил на минус гигачада. А что я наговорил? Что Финн, ну, я не знаю, как... Ну, смотри, Финн просто себя позиционирует как маркетинг-лид, да? И он главный человек за маркетинг. А если ты как маркетинг работаешь в коллективе, позволяешь Кикза, который все знали, что типа не особо хороший чел. А напомню, Кикс стоял за таким великолепным мемкоином, который я купил. Назывался Который я тоже Ультра. купил. Минус 1000 долларов. Рассказ. Минус 1000 долларов на ультра. Это самый лучший мемкоин, который... А мне они дроп отправили. Кикс мне лично написал и дроп отправил. Я знаю, да, они Рубику отправляли, и Рубик сразу тоже житил эти 200 баксов. То есть он спецам скидывали дроп. Вот я к мемкоинам особо на апсе никогда не трогал, потому что я, ну, бля, это такая тема, короче, такая сенсабильная. Типа там репутацию очень легко поменяют. Там, короче, двойные стандарты у всех. Ты, короче, для кого-то ты будешь хорошим чуваком, потому что ты купил что-то, друг другого ты всегда будешь каким-то пидорасом. Вот, что бы ты ни сделал. Ну, да. Просто потому, что ты купил что-то и это, что ты запустил про этот мемкоин, про другой нет. А если ты, И, Дима, короче, наверное, запустил свои мемкоины, то ты вообще, ну, чмо. не, на самом деле, это было очень смешно. Как у него был как у него мемкоин Не, назывался? там просто... Я, кстати, не про капибары, если что, сейчас. Я про Булапстер и балерина. балерина. Так он уже запатентовал, это же потом после капучино балерина сделали вот баннер на абстракте, он реально сидит и говорит, это из моей балерины капучино. Представляете? Типа референсы. Ром, да, ну договори, потом я скажу. Ну, может, ему еще роялти за эту хуйню? Че, блядь? Может, сразу это? Ром, скажи такой вот вопрос. Ты прошел, да, ты видел еще, немногие были тогда, да, в Дискорде с самого начала, еще абстракта с тестнета. Ну, прям, короче, ты уже, наверное, 1,5 года здесь, ты видел разные периоды, ты видел, ну, что было летом, как в абстракте была движуха и так далее. Как ты думаешь, будет ли еще восхождение абстракта до таких вершин? Имеется в виду не то, что цена, типа, там, NFT взлетит и токен, имею в виду, чтобы людей было столько же, ну, и движухи. Или это был пик все-таки? Вот твое мнение. Ну, если говорить про мемкоины, я не знаю. Мне кажется, вот мемкоины это не очень, ну, как... Вернемся ли мы... Ну, может, я не знаю. Вот честно я тебе скажу, мне нужно посмотреть на Project Quantum, да, над чем Тима работала все эти месяцы, какой-то перезапуск. У них же вот планируется, да, вот что-то типа V2 Очень крупное портала. обновление Очень, портала, да. да. Мне кажется, это может, знаешь, какое-то второе дыхание, типа, чтобы в плане метрик. Но тут тоже смотри, сейчас в крипте вообще даунтренд уже последние там 4-5 месяцев. Да. Там, если эфир продолжит падать или там упадет ниже 2000, это довольно глупо, что типа ожидать от абстракта какого-то супер большого перформанса. То есть нужно, чтобы эфир откатился у нас обратно на 4,5. Да? Сколько там было в августе, в начале августа? 4900 даже было у нас хаи, получается. Охуеть. А скажи вот такой вот вопрос. Ты сам заговорил за криптовалюту. Как ты вообще видишь рынок? Мы уже все прошли, идем медвежку, хаи, получается, прошли? Или нас ждут новые хаи? Или циклы сбились, типа будет все что-то новое, как бы то хаи, то лаи, ну типа такого плана. Вот как ты видишь рынок?
Нужна ликва. Откуда ликву взять? Ритейл давно... Ну, ритейл это... Ритейлом давно стали мы. Типа я, ты, вот люди в чате. Это мы ритейл. Если там кто-то ждет чуваков, которые вот таксисты там покупают мемкоины, они все давно в 2022 обнулились, и они никогда больше не вернутся. Для них крипта это скам, и все. И были чуваки, которые поднялись в 2021, но мозгов у них все равно не особо много было. Поэтому они все проебали в 2024-2025. А самое плохое это именно, знаете, заработать много, подумать, что ты шаришь, а потом быть жестко наказан за это в Ну да, 2024. лучше в начале потерять. Ну, То это есть как, ты... это как Да. притча, то, что типа самое лучшее, что может случиться с тобой в казино, это если ты просто придешь туда один раз, проебешь все и уйдешь. И скажется, что это скам какой-то ебаный. То есть ты пессимистически, в принципе, настроен на все это, правильно? Я На щас... ПП. Ну, на крипту, я имею в виду, что все сейчас будет еще хуже, а потом когда-то уже все расцветет. Ну, я так это вижу или нет? А я хуй знает. И, ну, я ж не дядька вот этот с Уолл-стрит. Я, блядь, вообще ничего не Мы понимаю. просто сейчас... Никто не Не понимает, мы просто знаю, да гадаем. хуй знает. Ну, такое ощущение, как будто сейчас все супер смарты стали, да? А смарты не может же быть такое, что если все смарты и все понимают, все заработают. Скорее всего, будут какими-то способами наебывать, еще как-то, знаешь, замудренней. Вот пузырь же должен... Ну, я не считаю, что прям вся крипта пузырь, потому что, вот, допустим, USDT это реально важно. Типа, это реально технология. Мгм. С любой точки мира в другую точку мира отправить бабки не через крипту, я вообще даже души не... Ну, вот как ты с России, допустим, в Америку отправишь не через крипту? Как будто это вообще, типа, с такими еще минимальными, знаешь, такими тратами. Но и что тут говорить про, я не знаю, там, тысячи этих мертвых чейнов? Ну вот, я не знаю, просто многие вот говорят, что, типа, абстракт плохой, тыры-пыры, ой, блядь, мемкоины укатались, ой, блядь, там... Ну, во-первых, абстракт вот только год. Если кто помнит, Ну были, блядь, и чейн... не проблема абстракта укатка мемкоинов. Все-таки мемкоины – это тема про комьюнити, то есть комьюнити-раны, там собираются люди, ну, то есть это двигатель, люди – это всегда двигатель мемкоина, то есть если он хайпит, и его хотят покупать, он растет, если он никому не нужен, там условно, либо там эфир падает, и люди уже не рассматривают Да, мемкоины, только они у нас падают. То такая есть вещь, что у нас фадят, типа, что это их вина, что, типа, вина абстракт девов, что, типа, у нас все мемкоины укатались. А что, блядь, в Солане это мемкоины вообще там каждый раз укатываются? Что, это не они виноваты? Вон там Метеора вышла, позорно вышла, прям позорище, прям. Как же Соджу, это софаундер Метеора, как же он обосрался? Он мог выйти, он мог выйти после Трампа с этим Метеорой, это Метеору бы рынок, я не знаю, там на 6 миллиардов отнес бы сам. подхватил, ну, да. Да, он вышел сейчас, позорно укатался, прям супер нищета, супер нищета. Порой даже вот задумываешься, ну насколько же идиоты, почему так? Почему он вышел так поздно? Ну вот Окей, видишь, вернем, Пенгу подхватили. Пенгу, в вернем. принципе, ну, Пенгу много сделали, как мемкоин, то есть они по факту и генерируют А вот есть ревеню, вот, игу, и вот люди, здоровый которые вот мемкоин. пенгу не получили в чате. Вообще, ну, мне кажется, это нет. Я не получил Пенгу. Ты не получил пенгу? Мгм. Серьезно? Вообще Типа ничего. там Ни на вообще один вот, знаешь, кошелек. ни Мимиленда ты не делал, просто там депозит $10 или один. Вообще Делал, даже делал, так делал. Ну, не, не получил. такие вещи я делал, но, типа, я не мультил в основном, у меня там было 3 кошелька Ну, каких-то там, которым было ну там ты по же полгода. получил хоть что-то, получается, все Не, равно, вообще, потому что я все, на чекере я все кошельки пробил, у меня везде по нулям было. И на EVM-ках, и на Solana кошельках. ни хера себе. Ну ладно, это странно как-то. Ну вот я просто за свое окружение говорю, все, кто хочет чуть-чуть в крипте, все хоть что-то получили, потому что там Мимиленд, я не знаю, это один из самых хайповых был, я помню, темка, типа, ой, занести Мимиленд, там вот это в Стейкленд, типа по $10, это вообще, это смарт, чел, это смарт, а там еще оказалось так, что типа, там этот Стейкленд на 7 месяцев сдох, и вот Пенгу реально там 200 или $300, что ли, каждому из этих закинул. Я Ром, вот, да, говори, ладно, ну, говори.
Не, Ром? говори, я Я уже... хотел вернуться к теме абстракта. Все-таки, может быть, ты там уже сказал, да, что Gigaverse тебе не сильно нравится, нравится Дюпер. За какими ты там, может быть, еще проектами именно в абстракте? Я Может сейчас быть, не играю в Дюпер, если что. Я вообще считаю, что эта игра очень сильно стагнировала. За последние 6 месяцев они 0 обновлений. То есть у них вышла новая версия, и все перестали играть. Потому что игра не изменяется, а разрабы, я не знаю, они как живут в каком-то своем мире. Вот разрабы Дюпера, вообще, по слухам, я слышал, что они планируют уйти в Web 2. Я был холдером и Genesis NFT коллекции. Назывался он Jupiter Genesis of Space. У меня да. просто такое ощущение, как будто им вообще плевать на эту коллекцию. Потому что бенефиты реально супер слабые были. Она укатывалась супер много. Все люди в комьюнити пытались как-то с Дюпером помочь. Был OG Mindful Markets, JMB. Раньше, я помню, все люди играли, ну реально пытались им помочь Сайра как-то. играл, Вот. да. Все Все играли, было стримили. момент. Да. И все равно, я не знаю, просто, никакого поощрения даже, да. Я вот знаю, что 2 у Дюпера даже не такие... спасло, по факту. У них рейс какой-то есть, да, типа 8 лямов. А зачем им такой рейс, если они, не могут просто даже сустейн... Аудиторию свою найти. Да, они ничего... Ну, вот они пытаются что-то там делать, меняют, да, там, casual сейчас, да, по 0.1. Ну, что это? Это что, какие-то супер изменения, что ли? Ну, что там, они поменяли цифру, и что? На место. Типа, нужно как... Сама игра неплохая, на самом деле. Типа, вот как она сделана, это хочешь... Ну, знаете, вот и бывает вот... Без комментариев. Коала Тойнкос. Без комментариев, ребят. Да, вот бывает такое. Овечка Вообще, мультиверстом. без комментариев. Я не буду вообще комментировать. Ну, кто знает, if you know, you know. Но там бывает, там, знаешь, мне могут сказать, что я там в рискет играл или в Gambler Да, там казино. уже в чате писали про риски тебе. Я никогда не играл в риски за свои деньги. Я играл деньги только спонсированные, которые он мне скидывал. Я должен был просто один раз рулетку прокрутить. Если я выиграл, я забираю. Все. А если я не выиграл, если что, я рассказываю, как это было. Он мне скидывает там долларов 50-100. Я просто их сразу, всю сумму, один клип. Все. Я сразу 2 икса получаю. Мне очень везло. Я каждый раз 2 икса забирал, каждый раз все. Пейчек. Вывожу. Все. Сейчас это там шашлыка закажу себе. Все. Хорошо, Ром. А Да. скажи, вот с абстрактом, там уже, да, тебе говорили, что ты там ничего, кроме Хугабаши, NFT-шки не холдишь. Есть ли У какое-то меня нет, я сейчас вообще ничего не холджу. Буквально я А все есть продал. желание какой-то NFT или токен потом и сейчас прикупить? Или вообще прям не хочешь абстрактных не брать? Я вообще все, что у меня было в крипте, почти все продал. У меня денег мало в реале. Я весь прошлый год, я, как-то подфлипывал, но он у меня был очень тяжелый в плане того, что я же не работаю нигде. Я full time сидел стримил там, вот это все, пытался контент придумывать. Но мне уже жить пора, да, у меня есть базовые вещи. Я там типа сходил, вывел недавно на операцию, сделал себе зрение там лазерное. Зубы себе начал лечить, вот такое все. Я все это вывел с абстракта, я продал Gigaverse Room. Я не понимаю, я пенгу продал почти, вот все, что пенга у меня было, я продал. Но у меня уже просто денег нету, мне существовать же как-то надо. Типа, а что мне, вот, знаешь, сидеть и скажут, ой, гигачат, что за гигачат, блядь, у него там нихуя нету. Ну, я не я гигачата получил не за банк. Там я никогда не был хайбанком. У меня никогда, я даже вот в крипте, вот у меня, наверное, вот пенгу дропает, наверное, самую. И, бля, я не какой-то там супер смарт, я там на 1000 аков ничего не отрабатывал. У меня вот всегда я там по чуть-чуть как-то А что-то ты даже плазму на получалось. BSUR, что ли, не сделал? Я думал, ты капец смарт. Бля, я эту плазму фатил, я говорю, что только конченый долбоеб понесет туда бабки, что это конченый скам и вообще какая-то хуйня. А потом когда плазма вышел, там $50 закинул, 2 икса сделал на $50, $100 вывел при плазме цене 2, и больше никогда не притрагивался. И я, знаешь, как рад был, ебать, я $50 сделал. Я просто, знаешь, как победитель по жизни. Все, вот, типа $50 профитов, все, я, блядь, рад, я, блядь, просто буду ходить, и я думаю, бля, я вот в прошлой жизни, когда-то у меня смена была 2000, да, или там, я не помню сколько. Ну, Когда на кстати, складе ты Озон рыбы. вчера мог сделать $50, если бы у тебя был платиновый аккаунт, то есть ты немножечко все-таки не дожал. Не дожал. Там вот, знаешь, всех денег не заработаешь, чувак, всех денег не заработаешь, Ром, понимаешь? Ну,
Скажи Возможно. такой вот момент. А что еще, вот мы помимо абстракта, вот мы поняли, что ты следишь за абстрактом. Может быть, ты какие-то другие проекты еще отрабатываешь или следишь за ними? Может, это можешь посоветовать ребятам? Есть что рассказать? Ну, у меня вот вместе с абстрактами начал мега ЭТХ, я очень плотно слежу, и вот недавно был у них сейл, я туда залетал. У меня, в принципе, там, типа, знаешь, well positioned по абстракту, еще там. Ну, у меня А есть мега небольшой ТХ у список. тебя NFT есть? Ну, получишь ты его, вот это вот, у Флаффл? них же есть Генезис, Мне да-да-да. один флафл мне бесплатно подогнали, который 1 эфир стоил, за то, что у меня было, знаете, вот что-то типа гигачадов, но Только в там. Меге, да, да, и там это там просто небольшая, там, типа 20 человек. Мне вот дали флафла одного бесплатно, вот у меня типа есть этот флафл, он у меня на коше. У меня коше с mxbeli.eth. Обычный ENS, этот флафл, у меня почти все, ну, все transparency, я ни от кого никогда не скрывался, мне вообще похуй. То есть я же никого никогда не рагал, мне не нужно вот это там, знаешь, А когда в как это, стакан? стакан за флафлов? Мгм. Ну там, это же, знаешь, там типа NFT, на которые будут токены аллоцироваться. Ну, я не знаю, вот когда они выйдут, сразу, конечно, полетит какая-то часть. Не, ну а что, я что, скрывать, что ли, буду? У меня денег нету Не, на ну жизнь. понятно. Ну, она... Я что, халдить буду, блядь? Ровно, все говорят, что за нее прям сильно, да, дадут? Должно. За это. Ну смотри, ее люди минтили, ее люди минтили по одному эфиру. Я думаю, что люди получат минимум 2 икса 2. Но там такая фигня, что там типа 50% сразу на ТГЕ, а 50% будет линейно в течение 6 месяцев. Или в течение 3 месяцев, Мгм. я не помню. Еще у них будет майонет-компания, в которой будет, чем больше ты с апками взаимодействуешь, тем больше у тебя токенов будет в этом флафле, или могут увеличить, дабл алоку дать. Короче, там это уже DeFi, что-то вот, типа такая шняга для людей с деньгами. Я в любом случае это не серчу, потому что я нищий. Просто А что нищета. ты Знаете, вот, посоветуешь вот ребятам, кто тоже, ну, без большого банка, у нас таких много, может, им что-то стоит потом поделать в мегаэфире или ничего не стоит им даже туда идти? конечно, стоит, наверное. Ну, и знаешь, это как-то... Я вот, допустим, сейчас ничего не серчу, да, мне там проекты внутри, я сейчас, я сейчас настолько в дерьме, что, знаешь, для меня даже 25 баксов, которые я... Вот неплохой вариант для лоу-банков, это, я не знаю, там про полимаркет пойти попустить. Может, бейдж Мгм. дадут, да, я думаю, за него что-то дадут. Вот на полимаркете у меня какая-то там ставка зашла, я там 20 баксов шальные забрал. Вот для меня это уже победа. Ну, рынок сейчас прям нереально плох. Я помню, что было, когда вот эти айси, помните, выходили? В Юпер играли в АОБ, Дислексик долго. Там просто дропом Да. закидывали, а это потом отрастало до 200. Мгм. Сейчас даже такой, знаешь, даже вспоминаешь такой, думаешь, ебать, сколько? Типа там это, он же 10 лямов был, да, Дислексик был? Да, Да, что ли 7 или 10, что-то такое, да. 9-10, по-моему. На хаях. Ну, в этом диапазоне, да, да. А еще хорошо, может быть, зачем-то следишь, ну, или вообще прям нет все-таки? Ни зачем. Полимаркет, типа, посматриваю, знаешь, вот это все prediction маркет движуха. Но не все, OpenSea как только тебе? OpenSea ненавижу, вообще я считаю, что это кусок дерьма. Хуйня для сибилов. Хотя вот у меня был знакомый, мы познакомились по Раша. То есть это Мгм. комьюнити, созданное Qtum Да. для людей. Ну, туда можешь попасть не только, знаете, русский, там нету такого, что паспорт покажи, и ты не пройдешь. Любой русскоязычный может туда попасть, Никита знает, Никита там вроде состоит, и Ну, я Золото, белорус, как бы, знаешь? да, меня Как Ника пустили. туда, да, взяли вопрос? Да, как Ника. Да нет, там нету такого, что ксенофобии. Любой, наверное, русскоязычный пингвин может попроситься, и его возьмут. Мгм. Но я не уверен. Я просто знаю вот создателей, и там был... Мы встречались с Кьютом, это основатель Паджи Раша. Мы там и на Коннекте пересекались. Вот все, кто с Паджи Вот Раша, сейчас это Connect, кстати, да. вот на этот коннект я не пошел, во-первых, а во-вторых, мне на прошлый коннект бесплатную проходку подогнали. Ну, там легче, я как понял, было, можно было. Я вот только бесплатно на какие-то криптоивенты сходил. Платить за что-то? No! Я был на этих ивентах, там нечего платить. Там вот ВК-арена у нас была, у нас метро «Сокол» в Москве. Я туда съездил, ребят, я посмотрел, сколько они платят. $150 проходка. Там ивент, там одна хуйня. Какие-то скамеры, какие-то блядь, биржи. И берут они специально, знаете, женщин таких.
Вот как Мекс, знаете, вот надувные эти, обтягивающие этот, и подходит она. Можешь, пожалуйста, в Телеграм подрепостнуть, можешь вот это. А ты разговариваешь... Там вот людей, кто шарит. Ну вот рядом с Паджи Раша стендом был, а вот ну, парочку человек, которые на стенде там выступали, типа, я думаю, подшаривают. А в основном там такой... Я не знаю вообще, как это... Почему так много там людей было? Типа, если там проходка 150, а там ничего внутри нет. Они реально приходят послушать этого Рафаэля, слезы Сатоши или что? А скажи, вот ты упомянул, да, Пенгу Раша, Кьюта. Может быть, Ага. ты можешь поделиться с нами своим видением, какие перспективы вот ты видишь для пингвинов? Может, токен Пенгу, может, NFT, может, есть у тебя такая мысль после мега ETH, когда получится продать, там, купить пингвина, или такого нет у тебя? Только если маленького, но вообще я не люблю арт маленького пингвина, но мне очень нравится арт большого. Но просто на большого, у меня, знаешь, такая, у меня чуть-чуть, знаешь, вот терки с прошлого. Я если бы пенгу продал за 13 800 и просто подождал, пока там был момент, когда рынок очень сильно упал, и можно было спокойно купить за 13 800 большого пингвина. Что-то типа такого. Вот и я понял, типа зафэмблил так сильно, и я сейчас цена кусается большого пингвина. А маленького я могу, я так подумываю, маленького взять. Мне вот я же попал, Не, ну кажется, маленькие тоже есть красивые, но я вот не про золото говорю, но вот мой же вот А мне, красавчик. знаете, мне нравятся маленькие пингвины некоторые, но прикол в том, что вот мне не нравится то, что, знаете, они вот арт, и он маленький, и чтобы красиво, надо вот это вниз фокус сделать, чтобы, ну, вы понимаете, да, что типа там Ну да, половина да, или да. Тебе 70% нужно это обрезать пустая, верхний. да, вот такое я не люблю. Ну, а Да, Ну, а что ты такого приблизил, ничего. Ну, в Твиттере это не сложно делается, везде это там квадратиком выделяешь, какую ты хочешь от картинки брать. а мне Да. нравится вот моя, вот если видишь аватарку, которая у меня сейчас, Но она чисто это запущена. классная коллекция, это крутой художник, если я не ошибаюсь, там 0.1 Да эфира, даже не, наверное, стоит. ну, это не художник, это АИ. Просто они А. классные очень. Не, Это от есть просто вот создателя это от Радула. художника. Не? Это Там не, вот именно какой-то шизопостеры. Ну, там есть легендарные похожий. трейды. Мне кажется, они тоже вроде и все равно. Я не уверен. Но Но это она шизопостеры 0.1 реально эфира красные. стоит? Да, она стоит 0,1. Ну, мне кажется, сейчас меньше даже стоит. Вот недавно был у них прострел за 800. Я не продавал, потому что это моя ПФП. И сейчас она стоит 200. Но ты знаешь, вот когда купил, и просто вот знаешь, как она теперь моя. То есть я ее купил, я ее везде использую на ПФП, и если я ее продам, это кринж. Вот у Ну меня да, такое. согласен. Ну вот как с пингвином. У меня, да. Да, типа можно типа закупить много пингвинов, но один пингвин, которого ты юзаешь везде, должен всегда с тобой оставаться. Ну, знаешь, я Но вот своего пингвина залистил за 2,5 эфира, но я так подумал, просто вот смотри, если условно я купил там, ну, пингвина там за одну сумму, и если я его продам по цене там 3 пингвинов, куплю себе одного красивого, и у меня еще на 2 деньги остаются, я просто поменяю себе по ФПшку, ну, типа, как будто в этом нет никакого... купят так. Вряд ли. Не, ну, вряд ли, конечно, но в плане, если его купят за 2,5 эфира, я пойду куплю себе другого красивого пингвина, и у меня еще деньги останутся, типа, и я буду доволен, условно. Окей, да, согласен. Ром, так а перспективы веришь вообще пингвинов или как? Вот, не Самих особо. пингвинов откупать, чтобы в IPO получить? Airdrop Ну, абстракт, чтобы, да, смотри, дропы какие-то разные, XP да, больше. Монада дроп, может абстракта будет дроп, может еще какие-то дропы, там Бёрбах, да, Мунберсов токен будет скоро, может вообще цена сами они вырастут, может IPO, ну вот что угодно, или не веришь особо? В маленьких навряд ли веришь, что ты знаешь, кроме абстракта и IPO навряд ли что-то им дадут, потому что маленькие пингвины, и supply какой-то сумасшедший. Большие пингвины могут быть, и то я не знаю, вот я тебе честно скажу. Большие пингвины, наверное, все-таки как-то более репрезентабельны. Вот даже был мега ETH сейл, и там вот именно большим пингвинам давали этот приоритетную аллокацию. То есть, если у тебя есть большой пингвин, ты получаешь, у тебя больше шанс получить гарантированную аллокацию, потому что там была подписка 27x, типа в 27 раз больше средств, чем нужно было, собирали. То есть какой-то, вот знаешь, шанс на получить дропы, наверное, это больше про большого пингвина. Если получить именно дроп от абстракта или этого, это, наверное, маленькие что-то получат, но если ты просто Ну, покупаешь понятно. маленького, что только ради того, чтобы просто там получить, мне кажется, это чуть-чуть рект. А почему рект? Вот давай просто подумаем с тобой логически. Вот Монат раздал там условных $500, налил паджиков, да?
Это уже, грубо говоря, по нынешним там Раздал 37. ли? Потому что у меня был Р- флафу. Раздал, раздал. Мне дали 7500, 7500. 7500, да, Ну, а 7500. Лил 15 Лил тысяч. Паджиком тоже, да. 15 тысяч дали Я за продал его. за 200 это, за 200 баксов это. 500, Ну вот, 500. смотри, я просто веду к тому, что если с маленьких пингвинов получаешь airdrop монада, но очевидно, что с маленького пингвина ты получишь airdrop абстракта. Ну, это да. Я имею в виду, что если ты просто ждешь, как ты купишь сейчас пингвина за 1,5 косаря, и что тебе потом дропа апсом 1,5 косаря выдадут, мне кажется, это как-то, Ну, знаешь, 1,5 сомнительно. косаря это как будто дипка, и как будто 1,5 косаря выдать на пингвина, который условно активный в абстракте, а не просто условно холдит пингвина. Ну, это вполне себе как будто здравая идея. Но если Ну, бы я бы... условно, мне кажется, что Лил Паджик, который условно с Даймондтиром, и Лил Паджик, у которого бронзовый ак, это разные локации совсем получится. Именно за Лил Паджик. Хуй знает. Вот я не знаю. Знаешь, я как-то пингвинам, именно коллекциям самим, я не особо за них следил. Мне просто нравится большой пингвин, а за маленьких я не знаю. Мне просто у меня математика не математится. Понимаешь, да? И вот Мгм. у меня мозг не может это вот как-то сложить в единую картину. Я знаю, что там Монат раздал, ну и то он раздал, вроде бы у них снапшот был, да? То есть там как-то это... Ну, нужно было, Нужно да, было хейтить халдить на то, там что... что-то около 3 месяцев или что-то типа такого. Не, разве такого не Нет, было? не надо было ходить на Там надо было СБТ. просто СБТ забрать. Да, и все. СБТ забираешь, в баксах вышло под 600 баксов примерно. 15 тысяч токенов залило. За большого, кстати, дали не сильно больше. Я там, насколько узнавал, там, может быть, там баксов 700-800 дали за большого. Странно, на самом-то деле, чего так вышло. Окей, о пингвинах, в принципе, поговорили. А скажи... Так в да, чате говори. нормально пишут, в чате нормально пишут. Покупаешь токен Монат, чтобы получить дроп абстракта, получается теперь. Да, Мгм. согласен, согласен. А как вот ты думаешь, вот ты только что правильно про дроп абстракта, когда он вообще в теории... Понятно, никто не знает, я поэтому просто задаю послушать твои мысли. Как ты думаешь, когда будет дроп абстракта, будет ли он успешный или нет? Просто твои мысли. Для На кого данный- успешный? Для людей, которые в лутках очень много денег... Ну, типа, Нет, да, возьмем таверну, да? Да, ну ты, вряд ли. наверное, не надо нам плохие Для примеры. него, Обычно, для него... Обычный юзер, скорее всего, у него себестоимость там... Я вот не знаю по поводу экспы. Мне кажется, с экспой как-то тяжело. Я вот не знаю, что они придумают. Если мы говорим именно про категории, просто там типа Pudgy Penguins, ну вот NFT коллекции, или там роли DC, да, мне кажется, здесь, наверное, все будет хорошо. В плане, я думаю, что процентом не обидят. Мгм. То есть навряд ли, конечно, полностью пингвина окупят, да, но что-то, ну, неплохой amount тебе покроют, конечно, дроп. Ну, Мгм. плюс мы еще вспоминаем то, что, типа, здесь всегда вот эти бенефиты, которые тебе пассивно дают эти Да, пингвины. И то, что вот там рандомный дроп монада может прилететь, или вот, да. знаешь, вот какая-то возможность за большого пингвина задепать куда-то, потому что это топ-1 после панков. Ну, после панков идет Pudgy Penguins, очевидно, это топ-2 коллекция. А после, наверное, Ну, топ-3 идет... Паджи Penguins я бы даже ставил выше. Ну, в том плане, что понятно, что если у чела панк на аватарке, то чел при деньгах, да, это все очевидно. Но просто сам понимаешь, что комьюнити панков это даже не сравнится с комьюнити пингвинов. Ну, то есть это не совсем комьюнити. Панков покупают для статусности, а большой пингвин это все-таки экосистема Паджи Penguins, Иглу. Ну, это куда больше с точки зрения комьюнити, чем панки. Ну да, я согласен, я имел в виду, вы знаешь, просто, что это типа первая Ну, по цене. самая Ну NFT. и Да, обезьяны. и цень. А не, обезьяны это хуйня полная вообще, это долбоебы ебаные, это прям тупые, Быдло. да, он. Я прям вообще со всеми вот этими обезьянами, я знаю, некоторые русские челы какие-то с 2021 года, да, у них дохуя там бабок, я с ними вот пересекался, но они прям вообще типа слоу. Я вообще не люблю панков, я ненавижу Азуки. Для меня, вот знаешь, детект прям совсем пиздец. Азуки, ну, обезьяны, ну, это прям вообще, знаешь, какие-то прям, ну, прям вообще пиздец. Вот смотришь на чела, у него вот одна из этих хуйнь, можно сразу в бут, в принципе, кидать. Типа ничего не потеряешь. Котики хайперликвида неплохие. Мне нравится вот вообще.
и арт у Хайпуры них вообще офигенные, правда, укатались там раза в Да, но 4. это сейчас говорят, что Кабал вот этот сексовский, то есть это вот это а, Centralized Exchange, сейчас давят этот Hyperliquid, что типа пытаются его плохо выставить, что типа скамейна ебаная. На самом деле мы, наверное, не узнаем, мы просто что там на самом деле. Но сам проект Hyperliquid до сих пор огромные бабки приносит, типа 3 ляма в день объем чистого ревеню. А ты не договорил про экспу, то, что ты хотел сказать в итоге. Экспа, я не Да, знаю, что давай, делать с экспой. например, приведем, ты именно не хочешь затрагивать аккаунты, которые большими затратами достигали своих тиров. Но вот если взять, например, меня, у меня условно плюс до сих пор с абстракта, еще и бесплатный пингвин, грубо говоря, и вот я всю экспу, что вот у меня там платина, я ее набил бесплатно. Ну, грубо говоря, у меня себестоимость 0, потому что я там на мемкоинах, на остальном поднял больше, чем потерял. Ну, то есть, грубо говоря, я до сих пор в плюсе нахожусь по абстракту. Ну, ты тоже там типа небольшими вложениями там почти до платины дошел, вот сейчас у тебя уже платина будет. Ну, вот как ты рассчитываешь, сколько можем мы получить, например? И потом еще вот сколько может получить базовый золотой аккаунт, который особо вложений не делал? Мне кажется, здесь должна быть какая-то, знаешь, сложная характеристика в плане того, что, Да. ну, ты знаешь, что когда Аборейн вышел, корейские киты очень много денег заводили, держали там, типа, за 5 недель аккаунт у них там сразу в платину, да, там, залетал. Или что-то типа такого. Мгм. Были же, есть же такие Да. истории, и эти XP никуда не делись, и эти аки до сих пор существуют. Будут ли как-то Сибилов чейзить, я не знаю. Мне кажется, они слишком много тратили, знаешь, сил на то, чтобы эту систему как-то сбалансировать, и поэтому они будут считать, что если вот как-то получилось какие-то лазейки, да, у кого-то найти, естественно, если это что-то какое-то крупное, они, наверное, это как-то переделают. Но вот если чел просто закинул 10 тысяч, подержал и вытащил 5 недель, и у него платина, да, ну, я не знаю, сколько они там закидывали, ты как Ну, и думаешь, там этот явно аккаунт... больше 10 тысяч, явно больше 10 тысяч, и на падении курса Абориан они, я думаю, потеряли там приличную сумму. Я просто не углублялся, я просто знал, что вот такая Я с хуйня тобой есть. согласен. Там по-любому надо было закидывать больше, и там по-любому потери были Я думаю, там большие. 50 плюс надо было закидывать, и хорошо, если ты 25 достал. Но там Да. вот киты вот плюс-минус так должны были сделать, чтобы платину за 5 недель получить. Тогда это отлично, потому что платина все-таки, знаешь, какую-то ценность будет иметь. Я вот именно знаю, что очень много людей, кто заводили. Я сам, у меня у себя один аккаунт, у меня в абстракте один аккаунт. Я это разграничу. Я вообще вот, я как-то Тиме начал верить, и я не психопат, да, чтобы там, вот говорят, не мультите, не мультите, не мультите. В принципе, система здесь такая, что типа лучше все равно, наверное, на одном аккаунте все держать, потому что особой разницы какой-то нету, потому что супер большой тир, тебе же всегда хочется получить самый крутой тир, да? Но иногда Ну да. бывают такие ситуации, что уже просто, ну вот ты понимаешь, что я вот этот возьму, дальше вообще никак. Все, я как-то вот для сил каких-то, чтобы там какие-то вторые аккаунты делать, я вообще даже не представляю, что делать на втором аккаунте. Ну вот у меня есть второй аккаунт, вот единственный. Он до сих пор бронзовый тир, но просто прикол в том, что я его изначально создал просто проверить, сколько за пингу клэш дают. Я там поиграл условно, там в небольшой топ выбился, посмотрел, там мне дали 1000 XP. Потом я пару NFT-шек туда перекидывал, просто смотреть, сколько типа за NFT дают в среднем. Но опять же, это тоже неправильный показатель, потому что условно одно NFT может давать 1000 XP, да, а если у тебя их 20, то они уже каждая тебе по 1000 не даст. Тебе уже каждый там по 500 даст, там, ну, условно. То есть там еще такая система, что ты, блин, хрен отследишь. И поэтому у меня до сих пор на аккаунте бронза, я туда там периодически что-то тещу, то есть именно посмотреть выхлоп, грубо говоря. Но я не думаю, что я на него даже дроп получу. Я тоже Не, думаю, что вообще не будут до сильверы, там, бронзы давать дроп, мне кажется. Ну а как, да, есть яки, я знаю, то, что вот у Вишни условно, там типа там что-то 300 аков. И у кого-то я знаю, что точно будет, есть ферма там золотых аков. С этих промо-гейта, какие-то абузы были 100%, знаешь, в XP-системе. Moody Madness на ФК Моди, режиме там. да, вот что-то такое, там всякая такая хуйня, 100% было, 100% там люди что-то как-то понаполучали. Вот как вот этим, что вот с золотыми делать? Вот что делать с золотым челом, у которого, допустим, нулевой твиттер, нулевой дискорд, и нету Не, даже но все там равно или дроп чё? будет давать. Все равно Нет, будет дроп давать. Просто вопрос какой.
А Ну, почему бы не кстати, вот почему бы, вот знаешь, как не сделать, вот мне кажется, вот каждый, кто там на стриме там сидит, и каждый, кто там вообще в абстракт экосистему глубоко посвящен, у него по-любому есть и Twitter, и хоть какая-то роль в Дискорде, там, знаешь, либо элит, либо graduated. Почему вот это все не суммировать, да? Вот, типа, если у тебя Либо просто суммировать. голда, Да, суммировать могут. вот просто у тебя голда, и ты получаешь тогда не так много, как если бы ты получил, если бы у тебя была и голда, и, блядь, у тебя там какой-то, Бейджи, допустим, роли. элит-чат, да, элит-чат, плюс у тебя какие-то бейджи, там видно, что, Да. типа, понятное дело, что, вот, допустим, как Сибиллы легко, у них голда тир, но у них там все пустое, ролей нету, бейджи только дешевые. Те, которые дорогие, нет, они не делают, потому что на ферму дорого делать. Все очевидно, ну, не то, что прям сбрив. Наверное, сбрить они уже, ну, брить это, наверное, как-то слишком радикально. В плане того, что прямо если все, знаешь, аки, у которых нету ролей или каких-то дорогих бейджей, что их все сразу надо Не, выкидывать. каких-то дорогих нет, но просто может быть base reward условно на 10 бейджей. А чтобы 10 бейджей получить, тебе как-никак деньги нужно потратить. Да, там были бесплатные бейджи, но условно там их там единицы, там дупер пару, но это тебе еще со старта абстракта нужно было быть. Поэтому, ну, в принципе, такое может быть. Я сейчас еще хотел немножечко сменить тему, ну, и приятную для меня, я вот только что заметил, хотел поделиться. Мы на прошлом стриме разговаривали про проект, или позапрошлом, про проект G-Boy, я всем про него рассказывал. На протяжении последней недели этот токен нещадно укатывался, и я говорил, что, ну, как бы у команды денег много, они за месяц только ревеню там порядка $1 миллиона сделали, у них токен на 4 миллионах был вот в моменте 4-5, там держался очень долго, там на протяжении 5 дней. И я всем своим, короче, говорил, откупайте. Вот, ну, кто-то послушал, кто-то нет, рынок такой сейчас, что опасно что-то откупать в любом случае. Вот, и я же покупал NFT-шку, и у меня вот только сегодня заклеймился airdrop. Я когда его клеймил, я клеймил $300, чтобы вы понимали. Сейчас я зашел на график, смотрю на кошелек, у меня уже 550. Ну, то есть уже, ну, короче, очевидная механика, что они ждали, пока все заклеймят дроп, дадут по стакану, и пошли они жестко это все пампить дело. Вот, поэтому те, кто брал по 4, уже у них больше 3 иксов. Вообще вкуснятина. Ну и, в принципе, проект развивается, у них сейчас скоро второй сезон стартует, дадут новости какие-то свежие. И при этом всем, когда он был на 4 миллионах, у них 90% сапплая на руках, очевидно, что реально капает 400 тысяч. 400 тысяч капа проекту, у которого 1 миллион за месяц прибыли, ну, очевидно, что это вообще копейки. Вот, поэтому... Ну, нормально. Все, кто послушали Ника, Ник говорил на прошлом подкасте про этот проект. Если вы обратили внимание, значит, получается заработать. Ну, все они вышли на капе 50 миллионов, если не ошибаюсь. И потом нещадно шли вниз. Я сам покупал на 15, и хорошо, что там еще своевременно продал, потому что понял, что укатка будет продолжаться. И вот по 4, по 5, по 7 я уже несколько раз там своим говорил, покупайте. Знаю точно, что там Майбахов купил, еще кто-то там покупал из ребят. Вот, поэтому пока отрабатывает хорошо. Даже на таком рынке вот показывают иксы. Вообще круто. Отлично. Знаете, что хочется обсудить? Был минт на этой неделе Диснея. Ник, я думаю, уверен, точно выскажет свое мнение. Он уже в Твиттер писал. Еще хочется послушать в первую очередь Рому, потому что его мнение еще никто не слышал по вот этой всей ситуации. Ты позитив больше для тебя этот или негатив, то, что произошло? Я думаю, ты знаешь, да, про экспу, про цену, про что это проект Flow и так далее. Да, знаю, конечно. Вот всем говорил, конечно, надо поддержать отечественного производителя, $40. Сразу хотел 10 себе брать, хотел взять себе 10 и шину 10. Но что-то произошло, короче, свет выгрубили, интернет, Вот, блядь, Так провайдер это у них вырубили, сайт не работал. Не, и у них, и у меня все вырубили. В итоге, прикинь, без бейджа остался. И за $40 даже плохую. Ну, сейчас фомоеблю, пиздец. Вот с Не, ну ты вторички не переживай. можно... Если со вторички можно было бы купить, я бы, конечно, купил. А так, оказывается, и со вторички нельзя купить. И минт я проебал. И все, больше не смогу получить бейдж. Прикинь, какая вот досада. То есть все-таки минт. Шин был прав, когда сказал, что ботят. Да, вот и экспу еще дают дохуя, там, 22 тысячи за $400. Ну это ж, блядь, буквально почти курс таверны. Вот сколько он покупал. Ну, а почему вообще, он покупал? вот эта вот ситуация, то, что произошла, ты прям негативно на это, ну, как для Чейна,
видишь это, что типа люди потеряют деньги и так далее, или ты это видишь, что это хорошо, что что-нибудь зарабатывают? Ну, короче, твое мнение. Я могу честно ответить. Я не могу ответить на самом деле, что я сейчас думаю. Окей, Просто если потому что это воздержаться, репутационный то риск да, для ты меня можешь сейчас. воздержаться. Понимаешь, каком я, да. Я воздерживаюсь, я не буду Всё. тебе отвечать на этот вопрос. А Ник Да, может можешь просто сказать, что солидарен с моим постом отчасти, и, в принципе. Ну, Про какой отчасти пост мы говорим? согласен. Про вот этот большой лангрид. И я, если честно, да, там есть, конечно, да, моментики такие спорные. Я, пожалуй, воздержусь прямо, знаешь, как-то что-то как-то кому-то. Я просто, знаешь, не знаю, чья это инициатива, кто, да, там, что это. Я особо не серчил, но я когда услышал, у меня интернет сразу выключился на 3 дня, пока мин шел. А дальше потом все. Понял. Ну, может, Ну, Ник, мои у него мысли, уже в терять принципе, нечего. Нику терять в нечего. посте написали. Ну, типа, на самом деле, я вот не знаю, почему все так шутят там про то, что я там уже не могу получить гигачада за свой пост там или еще что-то. Ну, то есть я бы с этим в корне не согласен, просто потому что, как бы, как сказать, одно дело, когда команда что-то делает, да, и понять, успешно это было или не успешно, можно только по мнению комьюнити. Если комьюнити будет писать, что это было шикарно, что это самый крутой экспириенс за $40 и тому подобное, ну, понятно, что команда сделает вывод, что у них все четко, они делают все правильно. Если все-таки будут такие, как я, которые не боятся высказаться, ну, то есть я не написал ничего провокационного, ничего сверх, там, не знаю, жесткого, я не писал подробности про то, как этот проект себя показал на предыдущем чейне. Я просто написал, что до этого они не поддерживали ни один проект так, ну, то есть по факту. Они не делали скрытых бейджей, они не делали столько XP за Mint, и условно, ну, как бы в моем понимании, когда проект хочет за Mint за несколько дней $200 000 заработать, ну, у них, по крайней мере, сайт должен работать. Ну, объективно мы увидели, что там желающих в первое время сминтить было 50-100 человек. Объективно 50-100 человек – это небольшая нагрузка на сайт, 100%. И как бы к реализации у меня вопросы. Ну, то есть я даже не буду возвращаться там к Monster Fun и подобным вещам. Я тогда сидел, молчал. Ребята, кстати, у которых было там по 5, по 10 капсул, кто там с ролью гигачада или без, они тоже сидели, молчали в основном. Вот, ну, просто я не мог промолчать. И сделал это не ради хайпа, а просто чтобы, ну, люди знали, что вот есть и такие мнения. Вот. Ну, давайте я тоже выскажусь, а я выскажу противоположно. Не для того, чтобы какая-то роль, во-первых, никто не увидит этот подкаст, но будем откровенно говорить, что кто-то потом говорил, что кто-то там был против этого, кто-то за, я уверен, что этого не будет. Просто у меня такое мнение, если честно, что да, проект на Flow пришел, мы знаем, чем он там закончится, ни для кого не новость, что там было. Но, а теперь берем, что получил Абстракт. Абстракт получил у нас куча охватов из-за того, что это якобы типа Disney, хотя, ну, все мы понимаем, как бы, но охваты были сумасшедшие. Для людей, там, кто в абстракте, понятно, что все понимали. Мы с вами понимали, другие люди понимали, но для людей, которые, знаете, там где-то они сидят там, на своем бейзе, условно, и они просто краем уха услышали и не знают про этот проект, что он... Понятно. А что случилось? Ну, мне кажется, что команда Абстракт решила выключить золото. Единственное, кто этот. Не, ну я просто тоже золото говорил насчет того, что коллаба с Диснеем. Понятно, что это не коллаба с Диснеем. Если бы это была коллаба с Диснеем, мы бы увидели условный репост на странице Но Диснея. у них есть какие-то права, что-то у Ну них да, есть. да. Какое-то лицензирование есть. То есть не говорить о том, что это прям вообще не Дисней, мы не можем. Но Ну ты да. же сам понимаешь, да, что там это вообще, что такое Дисней, что такое Mint, вот это, допустим, да. Ну да, они Мгм. пользуются их именем, но это это не значит, Так, что я Илья пойду написал, и пиздец. рубанули за правду, 2 минуты захожу, написал. Ну, у нас сегодня немножко затяжной подкаст. Я думаю, что мы немножко быстрее, конечно, все это обсудим. Вот, ну, я свое мнение высказал. Я думаю, что со мной многие согласились. Я увидел много комментариев, реакций, лайков на посте. И, в принципе, доволен, что есть люди, которые мыслят трезво, мыслят своей головой.
С точки зрения золота, его позиция в том, что чейн заработал с этого денег, скорее всего, какие-то проценты были за минты, условно, чейну, и чейну это плюс, чем больше чейн зарабатывает. Но до сих пор у меня есть другой вопрос. У нас на портале, ну, то есть эфир в USDC перевести, да, грубо говоря, $1 USDC я хочу получить, свапнуть, у меня комиссия 40 центов. Ну, как бы у нас на мейннете эфира уже дешевле комиссия. Поэтому, ну, как бы вопросики имеются, но, опять же, я вижу, как команда абстракта работает, и я до сих пор нахожусь на абстракте, и мне тут нравится. Мне самое главное, то, что Но там есть команда такая что-то вещь, делает. что ты знаешь же, что это абстрактно закасинг стеки работает. Закасинг стек подразумевает собой, что он берет больше газа, чем нужно, и сразу же в этой транзакции тебе возвращает. То есть, условно, вот на Hugo Bash 0.04 стоит отправить транзу. Но ты когда ее отправляешь, тебе 0.02 половину возвращает. Я понял, так, сейчас. Но это именно закосинка фигня. А меня так нормально слышно? Я просто пока ноут включаю, думал так зайти, чтобы не тратить долго времени. Нормально тебя слышно. Как, почти как с ноута. Всю правду, видите, все порезано. Меня вырубили, чтобы я правду не А говорил. это хейтеры абстракта. Хейтеры абстракта вот так делают. Так, ну давайте... О, у меня... Ладно, сейчас я быстро ноут включаю, ребят. Стрим не выдержал наплыва фанатов Диснея. Да. Сейчас я ноут включу. Одну секунду. Ребят, сорян. Вот по поводу, знаешь, про то, что типа ты не станешь гигачадом, если ты сказал какой-то хейт. Но я могу парировать, потому что у нас был такой кейс, как Артем Броски, который вообще изначально был другим челом и получил гигачады. С него его сняли, но потом за его труды, за Броски настоящего, ему второй раз дали гигачады. Если что, мне кажется, это намного в плане его, знаете, как намного тяжелее, чем какой-то, знаешь, у нас был Whitest Wizard, который тоже делал какие-то посты, что типа вот в абстракте непонятно, что происходит, да, вот. Но он, конечно, знаете, нужно отличать просто пост, который, знаешь, не нацелен, чтобы просто засрать, просто обосрать. Знаешь, вот можно зайти и просто посмотреть, вот Дмитрия Таверны. Вот это просто обосрать, просто ненавидит. А вот есть, знаешь, вот, ну, типа, как у Ника, как было, я помню, еще много у кого на самом деле были такие посты, и кто впоследствии, ну, человека 2-3, наверное, есть, кто впоследствии все равно гигачата получил. 100%. Это, знаешь, больше шутка, типа, как разгоняют ребята. Просто как Ну, не то, прикол. что шутка, да, но вот иногда, да, too much. Некоторые делают too much. И, допустим, вот какой-нибудь чувак, у которого есть гигачат, он, типа, не будет высказываться, потому что он, типа, он бережет своим положением. А есть чувак, которого, допустим, вот он хотел им стать, но ему все равно не дают. Такого, чего он теряет? Вот такая вещь. Так, Так, я надеюсь, там люди перешли к Нику на трансляцию, чтобы они нас слушали, пока я включаю. Я не знаю. Я хотел, давайте я пока буду включать, я договорю, в принципе. Вот то, что охваты все у получили. меня, я Всё. уже увидел. Отлично, Минус пуч, где отлично. пуч написали. Пуч сейчас зайдет. Я просто у тебя в чате сидел, и у меня это до сих пор показывало, что у тебя люди сидят. Я просто думаю, и абстракт, мне кажется, по-любому, если они так сделали, они, в принципе, так поддерживали еще Red Bull, да, и кореянок, но, наверное, если они сейчас так поддерживали, типа, помимо того, что они получили охваты, я думаю, они еще большой процент денег с этого тоже получили, мне что-то кажется, что не все идет CryptoToys, и я думаю, чейн... Опять же, это тебе может казаться, мы же не знаем. Это не факт, это мы не знаем, да, ты прав. Но чего-то мне вот так кажется, что они без такого бы не делали такую поддержку. А то, что там оно дорого, да это не для вас был минт, не для меня, не для вас. Это больше для других людей, в принципе. Для либо лудоманов. Ты же 10 сминтил. Ты тогда... Я на экспу повелся. Ну, ребят, это совсем другое. Не судите по мне. Я всем говорил в своем чате, не минтить. Это правда. Всем говорил, у тебя суммарно заработано $1,5 миллиона XP, и ты готов $400 потратить, чтобы получить 22 тысячи? Меня ноунейм убедил, что будут давать каждую неделю за них экспу. Ну да, Так, логично. вы убейте меня. Сейчас, секунду. Оп, как мне отсюда выйти? А ты на Diamond Meeting, что ли? У тебя дохуя XP, что ли? Дохуя денег еще? Сейчас, секунду. Я стрим врублю. Да, еще раз, Ром, что ты говоришь?
у тебя что, денег дохуя? XP? Ты на Diamond, что ли, метишь? Или куда-то там? Ну, да, пробуем на Diamond идти, а что А делать? сколько у тебя сейчас? Да не, на самом деле до Diamond дофига, но и ТГЕ непонятно когда. У меня там сверху платин еще 500 000. Я думаю, ТГЕ в следующем году, в середине следующего По года. летом, да? Думаю, в начале лета. Ну, вот Хотя видишь, нет, навряд ли. до лета можем успеть. А может еще Ну да. год. Понял, самый такой, наверное, реалистичный сценарий. Мне кажется, то, что еще год. Прикинь. Ну и Может, желательно, если... чтобы на второй год всем порезали напополам экспу. Или Чтобы вели... реально как тройную. настоящий OG. Не зря с первого дня тут. Так, а как мне стрим? Я все до сих пор вспоминаю первые 2 недели, когда капа была 10 000 XP максималка. Вот это было время. Я помню, Да. еще сказали, что типа эти первые 2000 экспы будут по-другому, знаешь, иметь ценность, и по итогу ничего не так. Просто первые 2 недели были максимум 10 000 экспы. Все. Ну да, было Да. дело. Ну, может быть, Если... потом наградят как-то. Хотя вряд ли, не думаю. Не, это уже понял, уже забылось. Я тоже думаю так. Так, а я пытаюсь... Ничего о таком переживать. Тут Сибилов надо искать. Видишь, не столько аккаунтов. Надо все найти. Да, Так, мне кажется, не так много реальных людей на абстракте. Ну, что там, 1020, Ну да, я думаю, не? может, Золото. 5. А хорошо, пока я Интересно. включаю стрим, может быть, Ром, ты можешь дать какие-то советы ребятам, ну, как двигаться правильно сейчас в скрипте? Какой-то совет, может, в абстракте какой-то совет, может, Фиксить вообще... профиты. Фиксить Фиксить профиты. Да, вот заработал 2000, 1000 вывел. Мгм. Все. Сразу Да. нахуй. А если нашел какой-нибудь гемный проект или там мемкоин, и нужно все деньги туда забахать? Да. Ну вот, у тебя $1000 ради этого остается. А если я хочу 2 сразу и 4 сделать? Ну, нехуй сразу, заработай меньше, ну, выведи в следующий раз поменьше. Понял. Не завышай риски, что ты хочешь заебашить все 2000 в мемкоин? Я сомневаюсь, что это Я хорошая хочу в идея. земле Камбрии 2000 еще сверху. Ну тут 3000 все, мало было, тут хочу в земле клиника, тут Камбрии. санитара сразу вызывайте, хули тут. А ты еще А не чё, Почему продавал? Камбрия на абстракте, а земли Камбрии не дают XP абстракт? Потому что Минт Без не на понятия. абстракте. Потому что ERC-20, да. А почему Минт не Э, на абстракте? Минт А должен Бенс- был, по идее, был на абстракте, но я так понял, что передумали из-за того, что абстракт немножко скатился, я так понял. Мне кажется, То есть Бенс просто Ты не хочешь заявить, как что бы абстракт Камбри. скатился, да, золото? Нет, Да, он Нет, уже с так. такими Не пойти, высказываниями, скидывайте в с такими абстракт. высказываниями гигачата точно не тихо, поможет. тихо. Все, гигачат. Я не воздержусь, я получится. воздержусь. Я воздержусь. Не, ну я имею в виду, что в общем чуть упал по сравнению с тем, что было летом, я думаю. Мне кажется, это знаешь чем? То, что у них первая фаундер коллекция на эфире, и поэтому все коллекции у них на эфире, нет? А Ронин Ну, у них причем, есть коллекция на Ронине. да. Ну да. Ну, я думаю, просто Бензу похуй. Типа, он не хочет свой продукт притягивать к одному чейну навсегда. Типа, если вдруг Ну, появится что-то. возможно. Он же так долго Камбрия прожила только потому, что она то на Бласте, с Бласта потом на Ронин, с Ронина потом обратно, да, на эфире какой-то промежуток даже был. Или как? Ну, все правильно, да. Там Blast, Ронин, абстракт, вот как-то так. А на эфире, вот я, если честно, не знаю, А- просто Минт фаундеров было на эфире. А на эфире Вот. они вроде как не запускали сезон. По-моему, я запустил стрим. Так, что у нас еще осталось из вопросов, Ник? Я все пропустил, что вы, может, еще говорили, пока меня не было. Да, в целом не, мы просто пока тебя не были, я рассказывал про этих криптойс, которые выгоняют из Дискорда, если ты пишешь свое мнение. Вот с этим, кстати, я впервые столкнулся в проекте. То есть мне не мут дали, а меня кикнули. Ну, типа, и ребята из чатов покикали, хотя они написали, ну, то есть они не написали, что ваш проект там не очень, да, они просто написали, что, типа, у них проблемы с сайтом, ну, типа, так не делается Минт, и все, и, ну, условно, кик за это. Ну, я такого вообще не понимаю. Тоже верно, тоже верно. Но они не хотят, понимаешь, им есть что скрывать, откровенно говоря. Ну, не будем делать вид, что мы этого не знаем.
то, что было слово понятно, поэтому они не хотят эту критику, чтобы больше людей заминтило. То есть, ну, как бы, да, как, наверное, вопрос больше как абстракт, да, их пропустил. Ну, я на этот, вот, мое мнение я ответил как, типа, из-за того, что попробовать похайпить на этом и заработать денег. Мое мнение, что тут рука Лукинедзе еще причастна, потому что у нас был Inner Eagle митинг 3 недели назад для холдеров Lil Паджи и больших Паджи. И, кстати, там еще, по-моему, пенгу 150 тысяч или 250 можно холдить, тоже попадаешь туда с ролью. 250 вроде. Да, 250. Вот. И он говорил, что вот сейчас выйдут на абстракте до Нового года мега крутые проекты, и вам ни в коем случае нельзя их пропускать. Ну, я думаю, что один из них это, конечно же, Disney, это Cryptoys, поэтому делаем вывод. Да. И хорошо, а вот если мы вернулись к Луканецу, вы видели, да, что в сфере, ну, такую тему хочу с вами обсудить. Сфера в Лас-Вегасе будет в рождественские праздники украшена пингвином. Это, если что, второй проект в крипте, который смог этого добиться. Это после биткоина, это пингвины. Был мемкоин Viv, если все его знают, это такая собачка в шляпке, или как она там. Они собирали $500 000 на то, чтобы тоже попасть в сферу. Их тогда токен сильно вырос, они собрали их, в итоге заскамили, ну, условно, никуда они на сферу не попали, никто больше не попадал. Как вам вообще вот эта новость? То, что вот такие, скажем так, это позитив для вас или выброшенные деньги для пингвинов? Что вы скажете? Нет, это позитив. Ну, игрушки везде по Америке, на сфере, они, это тоже круто. Ну, то есть, это точно не выброшены на деньги на ветер. Да, это не дешево, очевидно, но видно, что маркетингом они занимаются плотно, и все в этом направлении у них хорошо реализуемо. То есть, самый главный вопрос в том, ну, даже не в деньгах, чтобы попасть на эту сферу, а не каждый проект с деньгами смогут туда его добавить. То есть, нужны связи, нужны какие-то подвязки, нужны, в принципе, ну, должна быть репутация хорошего проекта, чтобы туда попасть, что говорит уже о том, что пингвины проделали путь длиной в год, даже, наверное, Да. побольше, да, который по факту шаг за шагом увеличивал их узнаваемость, популярность и, в принципе, презентабельность как проекта. Согласен. Ром, что ты думаешь? Чуть-чуть не понял. Думаешь про что? А, Сферы? Про эту То, что было на коллаборацию. сфере. Не, я вообще без понятия про что. Даже не понял. Ты не знаешь, что со сферой, да? Да, я даже в душе не вижу, что за сфера. По-моему, в Лас-Вегасе она или где? Человек пропустил все, видно. Короче, есть сфера такая в Лас-Вегасе, такой огромный экран, я думаю, ты где-то его видел. Это типа самый известный, как был раньше Times Square считался самый известный для рекламы, так теперь это сфера в Лас-Вегасе. Типа все крутые проекты пытаются туда попасть. И был до этого там только биткоин из криптовалютных проектов, а теперь будут на рождественские праздники, прям в Рождество. У нас проект Пингвин, там, пингвины там светятся. Да, вот, и за это очень много денег Луканец заплатил, получается, и тут такая вот у нас коллаборация, скажем так. Ну, главное, чтобы это работало, знаешь, как это, не знаю, бренд там светился. Ну, мне больше понравилось, знаешь, что в Корее в их главном аэропорте были вот это с пенгу, знаешь, вот эти баннеры. Да. Вот в чате у тебя хороший вопрос у Ника Крипто. Обсудите фанфароны 77 бит. Вчера, небольшой лик вам, лик. Давай. Вчера чувак в чате Гигачада спрашивает, а что, 77 бит переехали? Почему там типа Солану теперь оценивать? Видимо, фанфарон собрал бабок и ушел. Мне вот интересно, вот Abstract Ecosystem вывалил сегодня... И там есть 77 бит, да. Есть, да? Да, вот да. непонятно, что они Солану добавили. Что, фанфарон уже... Они говорят, что токен хотят на Солане запускать свой. Но если они вообще его запустят... Что не на абстракте? Что не на абстракте, а? Я думаю, и токена есть шанс, что не будет уже 77 бит, если честно. Мне вообще не... 77 бит, что это такое? Вот честно, давайте честно. Если другие игры я могу приемлять, вот 77 бит и Promotion Royale, это, наверное, самый вот прям кал. Вот Я в 77 бит еще до абстракта зашел, прикинь. Мне в канале там закинули ревку на 77 бит, говорят, очень крутой прорывной проект GameFi, который насыпет. Я сразу же зашел, 100 баксов туда закинул, и у меня начали копиться эти поинты там какие-то.
Я тоже узнал 77 бит. Это, ну, я уже знал об абстракте, но о первом проекте, о котором я начал думать в абстракте и услышал, это был 77 бит. Я так купил этого бота, он стоил 13 баксов вроде, который собирает за тебя. Там, А я значит, фул там купил и пас, и бота, еще и коробки эти. Ну, то есть я там вообще 100 баксов сразу, типа, с так они куста сделали туда неплохой ему отправил. маркетинг, получается, для абстракта. Если мы видишь с тобой вдвоем, я думаю, мы не единственные, кто так узнал, условно. Ну да, да. Причем А у мне них вообще интересно, никакой не было оплаты с абстракта, у них оплата по факту с карточки. Карты, да, была, да. 77 бит это просто игра, знаете, из 2007 браузерка, и которую просто закинули вот Ну, эти нет. аспекты, типа, Не, Нет. мне кажется, что по графике она довольно-таки неплохая. Ну, то есть там все-таки вопрос над тем, сколько команда тратила, сколько... Ну, в целом там есть много вопросов и к фан-фараону, Там больше который на вопросов деньги, там которые про он там получал, шел на фьючи и заливал. Вот поэтому тут такое. Но в целом, я думаю, что мы большую часть вопросов интересных за неделю разобрали. Я даже про Джекбоя напомнил. А мне Несколько. вот фан-факт, 77 бит, любимая игра Дмитрия. Это верно? Окей. А еще вот такой, можно, давайте вопросы, будем заканчивать. Напоследок я хотел еще спросить, может быть, у нас еще есть такой гигант, да, как сеть Base. Может быть, там что-то делаешь, следишь за ней, что-то или нет? Мне кажется, Бейз это такие мозгоебы, которые будут, ну, похлеще вообще, типа одни из самых таких чуваков, которые будут там и токеном байтить, и всякой хуйней, но на самом деле они там денег не собираются никому раздавать. Вот чисто у меня такие вайбы про них. А я вчера Так. купил себе часы Base. Там был Зря. лимитированная коллекция, 1500. Зря. Да, может быть и не зря. Еще посмотрим. Так, А мы не пойму, у написали тебя комментарий. деньги- Меня заанбордил золото через Пенгу Гочи. Верни $100. Не вернул. Получается, с камер. Пенгу Глочи. Это, кстати, хорошее название было бы. Неплохо насыпал, не шутка, баксов 200, наверное. Фростпик написал. Какая команда, Ник, он залил в Web2 игру, собрал деньги и слил на фьючах. Ну, в плане, он же говорил, что у него очень большие зарплаты у команды, там, типа, они их порезали сейчас. Я про то, что, ну, команду-то содержать надо, и бюджет, который им инвестируют, Конечно. они отчасти идут на зарплаты. Вот. Кокаин не дешевый вообще. Слушайте, знаете, что у меня мысль? Вы так все говорите про Дмитрия Таверну, может, нам надо позвать его на подкаст, как, знаете, альтернативное мнение. Ой, бля, это плохая идея. Но люди Не, ну должны- ты можешь. Не, ну Знаешь, можно, вот можно. дебаты с неадекватным, знаешь, вот типа, ну, совсем вот В чат сумасшедшим. напишите, хотите Дмитрия Таверна увидеть? Мы же тут не ведем На следующем дебаты, мы вот подкасте. слушали твое мнение, мы послушаем еще что-то мнение, мы же чисто слушаем там. Я могу с Ником только поспорить там про Дисней и все. А Ну так да, мы слушаем согласен. только. Ну, мне кажется, он завезет. Вот знаешь, мне кажется, он прям реально завезет. Окей, что, можем заканчивать или что-то еще? Ник, мы хотим Я спросить. хочу прям, мне Давай. нужно идти уже. У меня Да. там дети Да, орут. хорошо. Будем тебя отпускать. Мы тебя не будем В даже целом, задерживать. вопросы Всего, сейчас ребят, с чата мы вдвоем уже поотвечаем. И Да, я думаю, давайте, ребят, было очень круто посидеть с вами. Спасибо, очень что приятно. позвали.